Группа Омега прибыла на место. Работайте непосредственно рядом с гражданскими. Будьте осторожны. Где он? Обыщите все. Нужно найти его до того, как сядет солнце. Я нашел следы. Вперед! «1251 последний». О чем ты? 1251 последний из группы С. Нет. Из 25 мы пока поймали 8. А этот объект умнее других. Всех предыдущих мы поймали за 3 дня. Но его мы ищем уже неделю. 1251 умнейший и сильнейший среди всех. Поэтому следуем протоколам. Да, но... Какого черта? Не верю своим глазам. Всем быстро отвернуться! Нет! Идиот! База, говорит Омега-110. Что у вас? Обнаружен объект 096. Омега-110, повторите. Повторяю, замечен объект 096. Требуется группа захвата, у нас мало времени. Омега-110, вас не слышно. Повторяю, замечен объект 096. Требуется группа захвата, у нас мало времени. Всем назад, отступаем! Черт! Давай! Омега-110, доложите обстановку. Омега-110. Говорит Омега-109. Омега-110 погиб. Что произошло? Мы столкнулись с 96. Выжил только я. Принято. Мы вышлем за вами вертолет. Оставайтесь на месте. Принял. Кто-нибудь еще выжил? Нет. Только я. Вы нашли 1251? Да. Он находится здесь, в радиусе 5 километров. Принято. Ожидайте подкреплений. Вас понял. И да, закройте глаза и не открывайте их до прихода подкреплений.
Эй, ты чего? Ты, наверное, хочешь кушать? Ладно, пойдем купим тебе немного корма. Ян. И я не перестану пытаться. Я обязательно найду тебя, Итан. Куда же я попал? Ананас, где... Что еще за ананас? Привет, сопляк! Тебе привет, Джули. А тебе не пора в школу, Джонни? Отстань, я хочу спать. Ха-ха-ха-ха. Джули! Мы не виделись полгода, засранец, а ты все такой же зануда и ботан. Ну все. Ха-ха-ха-ха. Ах, вы посмотрите, это же тот медведь. Я помню, как я тебе его подарила на твое 6-летие. Ты так обрадовался, что описался. Иди ты.
Не слишком ли ты уже взрослый для такой игрушки? Может, отдадим ее соседскому ребенку? Нет. Доброе утро, Джон. Уже встретил сестру? Еще бы. Хорошо. Тогда иди завтракать, собирайся в школу. Да, Джон, тебе пора идти в школу. Ну хорошо, пойдем, Джули. Джон-старший опять защемил спину, пока закручивал банки. Теперь это твоя работа. Не ворчи там, старый пердун. О, а кто же теперь мусор выкинет? Джон может. Что? Ему как раз по пути. Неправда, мне не Ты что, не хочешь помочь маме? Ладно. Отлично. Джон, завтрак будет готов через 10 минут. Пойдем, Джули. Иду, мама. Пока, Джон. Иди ты. Не работает. Эй, первый, хочешь шутку? Нет. Отстаньте от меня. Когда с тобой разговаривает сильнейший, проявляй уважение, придурок. Ты не сильнейший. И не крутой. Ты просто тупой и жалкий идиот, родители которого так ненавидели, что сдали в приют. Ты ничего обо мне не знаешь. Ай! Как тебе такое? Неплохо. Проучите его. Когда погаснет свет, ты пожалеешь, что родился на свет. Хочешь шутку, 28-й? Ты настолько жалкий, что даже первое элементарное внедрение на тебе не сработало. На тебе единственном. Неудачник. Ну все. Отвалите! Зачем ты? Зачем ты вмешалась? Я бы и сам справился. Ты так умрешь. Зачем ты так? Они сами виноваты. Не бойся, я не дам тебя в обиду. Я сам справлюсь. Подумай о нашем плане. Ты ведь хочешь выбраться? Мы выберемся. Вместе. Если ты будешь привлекать к себе внимание, то нет. Все под контролем. Мой лаз уже готов. Когда погаснет свет, мы исчезнем отсюда, как призраки. Ай, Не дергайся. больно. Ты как маленький. Вроде бы пишет. Запись номер 108. Сейчас 28 октября 2010 год. Время 10 утра. Прошло ровно 8 часов с момента, когда 0086 умер от высокой температуры. Мозг пациента не поврежден. Возраст 23 года. Мужчина. Рост 180 сантиметров. Вес 60 килограмм. Заражен примерно 28 часов назад. Зараженная область – кисть. Ах да, чуть не забыл. Меня зовут Рик Уильямс. Я инженер-биолог, вирусолог, врач-инфекционист и ученый. Последние 20 лет я работал на фонд в отделе гибридизации. Сейчас я нахожусь в своем подвале и продолжаю исследования. Недавно я провел 5-е испытание вакцины от вируса, имеющего неофициальное название 008. Но, к сожалению, она не сработала.
Пациент 0085 был на второй стадии заражения и уже приближался к третьей стадии. Вакцина под названием 008-альфа-05 смогла остановить заражение во время первой стадии и значительно смогла замедлить процесс до наступления второй стадии. Но в конечном итоге вирус 008 победил Альфа-05, и мне пришлось ликвидировать носителя. Через несколько дней после смерти 0085 я смог воссоздать новый штамп вакцины под названием 008-альфа-06. Зараженный пациент 0086 смог продержаться дольше всех предыдущих подопытных. Но на окончании второй стадии вирус внутри него начал мутировать, вследствие чего температура 0086 поднялась до критической отметки. Он прошел все 3 стадии за несколько часов. Сначала я подумал, что мутация была вызвана из-за вакцины, но вскоре мне удалось узнать, что мутацию вызвала вовсе не вакцина, а... Он очнулся. 0086 очнулся спустя 8 часов с момента биологической смерти. Это удивительно. Судя по показателям, его тело мертво, и процесс гниения начался еще вчера. Но его мозг еще подает признаки жизни. Какого черта там происходит? Его показатели увеличиваются. Если я не ошибаюсь, вирус вновь начинает мутировать. Сам по себе. 0086 становится сильнее, а его ярость увеличивается с каждой минутой. Первый! Рик, привет. Трансформеры? Угу. Ха, Что? ничего, просто мне тоже нравилось их смотреть. Как? Иногда, после удачных тестов, ученые разрешали такое. Круто. Пойдем, пора завтракать. Хорошо. Что ты делаешь? Яичницу. Яичницу? Ага. Мой отец большую часть времени проводил на старом дряхлом диване, смотря телек. Единственное время, когда он проводил со мной, это был завтрак. Каждый грёбаный день. Яичница. Тогда я ее ненавидел, но сейчас все бы отдал, чтобы снова оказаться дома. Мой отец тоже готовил мне яичницу. Он говорил, что только ее и умеет готовить. Ха, все отцы одинаковые подонки. Что было, то было. Главное, что мы живы. Ешь, а потом ты мне поможешь. В чем? Увидишь. Но я хотела почитать комиксы. Если ты думаешь, что я оставил тебя в благих намерениях, то ты ошибаешься. Ты имеешь силы, которые мне пригодятся для дела. Поэтому не расслабляйся. Какой же ты зануда. И где он научился так вкусно готовить? Рики меня все больше удивляет. Вы закончили, шериф? Да, уже закончил. Благодарю за сотрудничество. А вам еще что-нибудь нужно? Нет, но только один вопрос. Известно, сколько он проходил с ранением? Его рана была не свежая, и по нашим предположениям он смог продержаться около 20 часов. Это очень долго, и мы до сих пор не понимаем, как за такой промежуток времени он не истек крови. Чудо, не иначе.
Да. Ну что ж, если на этом все, то мне пора. Меня ждут пациенты. Конечно, благодарю еще раз за помощь. Рад был помочь. Надеюсь, это поможет вам в расследовании. Честер, который час? Я был в больнице, где сейчас лечат одного из парнишек, и ты не поверишь, что я узнал. Парнишек? Тех фриков из средней школы? Шериф, тебе больше заняться нечем. Ладно. И что ты выяснил? Интересно то, что пулю, которую достали из Билла, не существует. Что? В каком это смысле? Такой тип пуль не использует ни один известный мне отдел в штате. Да и в других штатах дела обстоят не лучше. Ты что, серьезно всю ночь изучал какой-то патрон? Ты, должно быть, шутишь. Я вообще слышал, что-то здесь не так. А что от меня ты хочешь? Мне нужна помощь, Джефф. Помнишь, ты говорил, что у тебя есть знакомый судмедэксперт? Сейчас он бы нам не помешал. Честер, давай завтра. Сегодня же суббота. Слушай меня сюда. Ты прямо сейчас поднимешь свой зад и приедешь к бару. Или я расскажу Кейт о том, кто подглядывал за ней в магазине на прошлом Хэллоуине. Чего я не подглядывал? И вообще, это... Жду тебя у бара через час. Но ты ведь не скажешь? Черт. Черт. Ненавижу. Получилось понять, что в колбе? Что? Я прекрасно знаю, что ты забрал мою колбу, Джон. Я, по-твоему, дурак? Прости, Стив. Просто я не... Да, я подумал над твоими словами вчера. Я тоже не хочу отдавать ее шерифу. Судя по твоим рассказам и бреду Билла, вы попали в очень нехорошую ситуацию. Так что же случилось? Это долгая история. Но если вкратце, то несколько дней назад на меня и Билла напал Сердж. Он скинул меня в реку, и я едва не умер. Но меня вытащил пес по имени Нуар. Потом я нашел странный дневник с непонятным содержанием. И, как мне кажется, тот отряд военных в лесу искал именно его. Они хотели нас убить, и даже ранили Билла. Но потом пришел какой-то парень в противогазе и помог нам. А что было в дневнике? В нем было столько записей, столько фото, странные исследования. Я не успел многого прочитать, но что-то там было про так называемую зону 19-2. Последнее, что я помню, это запись про протокол Внедрение. Да, но... Откуда ты знаешь? Просто мой отец раньше постоянно проводил встречи у нашего дома. Мне было скучно, и я частенько послушивал их разговоры. Но как это относится к внедрению? Незадолго до его уезда он с коллегой что-то говорил о неком протоколе внедрения. И что на такое он никогда не согласится. И по окончанию контракта сразу уйдет в отставку. Ты хочешь сказать, что твой отец как-то связан с повстанцами?
Надеюсь, что нет. Да, извини. А как ты узнал, что того пса зовут именно Нуар? Он, в общем, забей. Когда мы его увидим, ты сам у него спросишь все, что захочешь. Ты хочешь сказать, что пес разговаривает? Ты, должно быть, шутишь? Это трудно объяснить. В любом случае, сейчас главное, чтобы Билл поправился. С остальным мы справимся. Учитывая, что, как ты их назвал, повстанцы, до сих пор тебя не нашли. Не очень-то ты ему нужен, а значит, можно расслабиться. Да, наверное, ты прав. Так что было в колбе? Я, по-твоему, Уолтер Уайт и разбираюсь в химии? Она у тебя с собой? Да, а что? Кажется, у меня есть идея. Что ты придумал? Идем. Как яичница. Отстойно. Класс. Что? Если хочешь жить здесь, соблюдай правила. Что? Я сделала что-то не так? Рик, Замолчи. если я тебя обидела, то прости. Ты слышишь что-нибудь? Нет. Должна? Вот что. Иди в дом и не издавай звуков. Я скоро вернусь. Ты опять уходишь? А как же помощь? Ты еще пригодишься. Ну, ладно. Ах да, Не ходить в подвал. быстро учишься. Не издавай ни звука. Стойте, не убивайте, пожалуйста. Я просто охотник. Стойте. Ты просто ничтожество. Нет. Исключение из правил, значит. Азидуса первый. Азизуса, Авель. Пожалуйста, помогите. Заткнись. Я думал, твой договор с Хранителем уже окончился. Так и есть. Он предал меня. И тебя тоже, если ты не забыл. Но меня раздражает то, как ты работаешь. Этот человек уже 10-й же сегодня, кто едва не нарушил границу прохода. Насколько я помню, я лишь должен скрывать нашу зону обитания от фонда и сторонних организаций. Но защищать врата — твоя работа. И если сраный охотник чуть не проскочил мимо тебя, хреновый из тебя страж врат. Знаешь, что меня удивляет? Несмотря на то, что я демон смерти, ты единственный, кто не боится меня. Так еще и постоянно критикуешь мои действия. В любом случае, я пришел сюда не за этим. Зачем же ты пришел? Как вы там их называете? Красные зоны? А что с ними? Красная зона уже достаточно открыта для переселения теней в мир. Я знаю, что ты ищешь своего брата, и что у тебя дома живет девчонка с раненым военным. Я знаю, к чему ты ведешь. Я не отдам девчонку. Она мне еще нужна. Ты ведь не думаешь ее оставлять? Посмотрим. С ней делай, что хочешь. Но зачем тебе военный? Так скажем, он нужен нам всем в общих интересах. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь первый. Нет, пожалуйста. Постой. Если, как ты говоришь, красные зоны открылись, то может... Если твой брат попал в красную зону, и ему удалось выжить, ты об этом узнаешь. Хорошо. Пожалуйста, я же ничего не сделал. Проваливай. Спасибо, спасибо, я ничего не слышал, я никому не расскажу. А вы кто еще такие? Эй, ты где? Я здесь. Что ты делаешь?
кто такая Лея? А что такое 008 и кто такой Алыка? Не произноси его имя. Никогда. Ладно, прости. Кстати, о имени. Каждому пугалу нужно имя. Как мне тебя называть? Анесс. Зови меня Анесс. Хорошо, Аннес. Насколько я помню, это имя тебе дал Джон. Да. Когда я смогу его увидеть? Забудь об этом. Но почему? До тех пор, пока мы не решим все проблемы, любой контакт с внешним миром будет запрещен. Как тебе, так и мне. Скучаешь по нему? Угу. Увидишь его, когда все закончится. Хорошо, а сейчас мне понадобится твоя помощь. Для этого тебе придется спуститься со мной в подвал. А это не будет нарушением правил? Ты еще меня занудой называешь? Спускайся аккуратно и не отставай. Мы идем в комнату Д. Я там давно не убирался, поэтому не удивляйся, если будет вонять кровью или чем-то похуже. Тебе бы тоже помыться не помешало. После того, как закончим, я включу воду, а теперь идем. Вижу, ты что-то хочешь спросить. Ты ведь не отстанешь, поэтому спрашивай. Итан Райс. Кто он? Человек, который работал на фонд. Это твой друг? Нет. Рики, ну расскажи. Давай кое-что проясним. Когда все закончится, если мир уцелеет, перед тем, как я отдам тебя в приют, мы это обсудим. Но сейчас ты будешь жить здесь со мной. Я тебе не друг, и я тебе не брат. Ты здесь, потому что полезна. Рики. И не называй меня так. Нуар, привет! Это что, тот самый Нуар? Да, это он. Ты, должно быть, шутишь? Хороший мальчик, ты где постоянно пропадаешь? Он говорит с тобой? Сейчас нет, а что? Нуар, если ты меня понимаешь, гавкни 2 раза. Что ты делаешь? Нуар, пожалуйста, сделай, как я говорю. Стив, что ты хочешь этим добиться? Попробуем по-другому. Что это? Все в порядке, это мой ланч. Нуар, я предлагаю тебе сделку. Если ты ответишь на мой вопрос, я дам тебе кусочек котлеты. Гавкни 2 раза, если ты меня понял. Не сработает. Он и вправду меня понимает. Ты что, не веришь мне? Прости, Джон, но я должен сам убедиться. Нуар, ты знаешь, кто такие повстанцы, которые напали на Джона? Если знаешь, гавкни 2 раза. Если не знаешь, 1 раз. Это безумие. Но кажется, у меня есть еще одна идея. Молодец! Идея? Да. Я знаю, чем мы сегодня займемся, Джон. А, черт. Через 10 минут начинается первый урок. Сегодня уроки отменяются. Ты обезумел? Сейчас же будет урок у мистера Робертсона. В жопу, мистер Робертсона, и школу. Согласен, Нуар? Отлично. Сколько тут комнат? А что там? Стой. Не отклоняйся от дела. Но... Кто там? Рик? Что это? Иди за мной. Кто за этой дверью? Заходи. Я никуда не пойду, если ты не скажешь. Ничего. Но... Помнишь тех тварей на заброшенной заправке? Там один из них. Я ученый, а не злодей. Хорошо. Что ты делаешь? Ты куда?
Я в порядке. Еще не надумал сказать о месте сбора? Ты не понимаешь. Если скажу, умру. Ты и так умираешь. Скажи, где оно находится, и выживешь. Генерал-майор Билл убьет меня, если узнает, что я рассказал кому-то о месте сбора. Ты еще не понял? Мы на одной стороне. Тогда почему ты держишь меня в подвале? Дай координаты, и можешь идти. Ты врешь. У тебя сепсис, приятель. Если не скажешь мне сейчас, завтра я приду убирать твое мертвое тело. Я сказал, я в порядке. Знаешь, в чем особенность сепсиса? Инфекция проникает в кровь, в нервную систему и распространяется на все тело. Судя по твоему виду, у тебя уже началась септическая энцефалопатия. Должно быть, сейчас ты чувствуешь сильнейшие боли в области рук, спины и головы. Но это только начало. Через несколько часов твои иммунные клетки будут пытаться остановить заражение. Но в конечном итоге инфекция внутри тебя победит. Произойдет выброс зараженных клеток по всему твоему телу, и почти моментально инфекция распространится в мозг. Ты будешь потеть и страдать, испытывая адскую боль в течение многих часов, пока не умрешь от потери крови. А самое главное, весь процесс будет сопровождаться галлюцинациями и паранойей. Хорошо подумай перед тем, чтобы ответить, потому что если ты не скажешь мне координаты, тебя ждут сильнейшие страдания, а потом смерть. Я дам тебе несколько часов, чтобы ты подумал. Жить или умереть, выбирать тебе. Что-то случилось? Что это? Надевай. О, смотри. Смотри, я автобот. Очень смешно. Этот подойдет. Как я выгляжу? Как десептикон. Отлично. Он уже должен был очнуться. Что нужно делать? Зачем он мне? Для атмосферы. Ладно. А! Что? Что это? Знакомься. 0087. Что? Что ты делаешь? Когда мы были на заправке, в ту ночь на нас напали зараженные. Когда они пробрались внутрь, они даже не посмотрели на тебя. Будто тебя нет. Хотя ты была ближе всех ко входу. Не знаю, что за коктейль тебе давал Дэниелс, но у меня есть подозрения на этот счет. Стой! Не надо! Пожалуйста, Рик, не надо! Все, можешь не бояться. Он умер. По крайней мере, теперь я в этом уверен.
хотел этим добиться. Когда я работал в отделе гибридизации, у меня получилось сгенерировать новую сыворотку 3-го поколения. Но в ней были недостатки. Слишком много недостатков. Поэтому производство прекратили практически сразу. А все те, кому успели сделать внедрение, внезапно исчезли, как и все записи исследований. Но сейчас появилась ты. Сначала я не был уверен, но теперь я точно знаю. Твоя сила была воссоздана на основе сыворотки В3, но кто-то ее модернизировал. Ученый, обладающий такими навыками, должно быть, имеет огромное влияние в фонде. Что ты хочешь сказать? Твоя сила была генетически заложена в В3. Но если тебя не трогают зараженные, значит в твоей крови есть то, что нужно хаосом. Именно. Так вот почему. Я была им нужна. Более того, в фургоне, который перевозили в фонд полгода назад, находились записи, в которых были данные о исследованиях, связанных с вирусом 008. Помимо этого, данные хранили в себе записи, касаемые всех тех, кто успешно прошел протокол внедрения. Доступ к проекту внедрения есть лишь у самых доверенных лиц. А значит, на фургон напали не случайно. Это был саботаж. Да, а это значит, что в фонде... В фонде есть предатель. Но кто? Все готово, сэр. Как насчет третьего отряда? Отряд под руководством Хаоса-3 не уцелел, выживших нет. А девчонка? Мы ее потеряли. Мы найдем ее. Не сомневаюсь. Ты уже проверил данные? Да, неизвестный дал нам точные координаты 3 баз фонда в штате и несколько координат со складами. Отличная работа, Хелл. Ты серьезно? И это твой план? Пойти и дать неизвестное нам вещество учителю? У тебя есть получше, и я готов выслушать. Я так и думал. Нести это в школу – большая ошибка. Я знаю, ты говоришь это уже в 5-й раз. Стив, это правда плохая идея. 6-й раз. Мы не знаем, что это. А если кто-то пострадает? Джон, все будет нормально. Мы просто спросим. Учитель биологии и хороший знакомый моего отца. Я думаю, он поможет нам понять, что это. А в крайнем случае мы просто выкинем это или сожжем. Хорошо? Ладно. Но если у нас будут проблемы из-за этого... Я все продумал, ты только успокойся и не облажайся, хорошо? А если мистер Уитвики выяснит, что это какой-то наркотик, и позвонит в полицию? Тогда, скорее всего, нам конец. Но ты ведь точно все продумал? Само собой, разумеется. Все, за мной. Надеюсь, все обойдется. Все, это последнее. Молодцы, ребята. Поставлю вам сегодня 5. До свидания, мистер Уитвики.
Здравствуйте, мистер Уитвеки. Привет, Стив. Давно тебя не видел. Извините, последние 2 недели не здоровилась. Все в порядке? Как твой отец? Он сейчас на миссии, надеюсь, что хорошо. Ну так что, как я понимаю, у тебя что-то случилось? И тебе нужна помощь эксперта? Как вы угадали? В школе много лет, стены слабые, звукоизоляция, не побоюсь этого слова, хрень полная. Вот как. Ну ладно, показывай, что у вас там за коктейль. Мне аж самому интересно. Посмотрим. Ха, хорошо, что хоть не синего цвета, и на том спасибо. А вы что тут забыли? Совсем уже распоясались балбесы. Вот черт, только не это. Эй, Стив! Привет, Джон. Почему не на уроке? Долгая история. Стив, нам пора идти. Погоди, мы вот узнаем. Надо идти. Сейчас. Успокойся, ты все портишь. Да послушай ты. Ай, что за балбес здесь оставил рюкзак? Твою мать. Теперь дошло? Хорошо, мистер Уитвеки, нам пора на уроки. Подождите, ребята, я еще не закончил. Мы зайдем после уроков. Пошли, идиот. Прячь. Сейчас. Эй, Байерс, не списывать. Твою мать. И что нам делать? Прячь колбу. Маккуин, Джонсон, вы... Бежим. Куда, балбесы? Уходим, уходим. Эй, осторожнее. Балбесы. Хороший план, Стив. Надежный как швейцарские часы. Мне жаль. Идем. Куда? К тебе домой. Ко мне домой? А куда еще? Пошли. Какого черта? Что вы творите? Хочешь сдохнуть? Все, пошли. Рик? Рик? Что случилось? Мы ждали вас. Что произошло? Нам не удалось. Мы почти сбежали. Что там случилось? Туннель был завален. Какого черта он был завален? Это невозможно. Я пытался. Простите. Ничего, когда ты поправишься, мы попытаемся снова. Мы уйдем. Все вместе. Итан, твой туннель. Они обнаружат его. Надо что-то сделать. Знаешь что, Рик? Ты просто идиот. Это был единственный шанс. Сука! Мы сможем. Если сейчас попытаемся. Выход есть. Не двигайся. Мы что-нибудь придумаем, слышишь? Мы не останемся здесь. Не бойся. Я не дам тебя в обиду. Обещаю. Что, кошмар приснился? Долго я спал. Час или 2? Черт. Сегодня было страшно. А по-моему весело. Зато у меня есть иммунитет. А у меня нож.
Справедливо. Теперь понятно, зачем ты нужна хаосом. В твоей крови есть что-то особенное. Видимо, ты так же, как и я, мутировала во время внедрения. Интересно, мои родители вообще знали, на что они подписывались, когда отдавали меня фонду? Они еще живы? Нет. Это сделали фонд? Нет. Повстанцы хаоса? Кто тогда? Мой отец убил мою мать. Как ты оказалась в фонде? Я не помню. Сколько ты была в фонде? Месяцы, годы, я не знаю. Почему ты сбежала? Испугалась. Почему я чувствую себя, как на допросе? Прости, старая привычка. Так, кто такая Лея? Расскажи, и я отстану. Ну, пожалуйста. Я рассказала тебе многое про себя. Твоя очередь. Когда я остался один, меня приютила соседская семья, с которой дружила моя мать и дядя. Там же и жила моя лучшая подруга детства, Лея. К сожалению, фонд добрался и до них. Доктор Дэниелс известен своими непредсказуемыми приказами. В ту ночь он приказал уничтожить всех в доме, кроме меня. После исполнения приказа оказалось, что один ребенок выжил. Это была Лея? Да. Нас отправили в тайный проект доктора Дэниелса. Проект внедрения. Цель проекта была в том, чтобы создать безумных суперсолдат для странной миссии, которую они назвали проект Междумирья. Разумеется, комитет по этике не знает ни о проекте внедрения, ни об отделе гибридизации. Все время мы были вместе, мы защищали друг друга и не раз пытались сбежать. Но все изменилось после 9-й попытки побега. Побег, планируемый 3 года, провалился в тот момент, когда мы спустились в туннель. Он был завален. Дэниелс долго искал виновных. И в итоге он поставил условие: если организатор побега сам не сознается, то они убьют всех, кто связан с камерой, в которой все и произошло. Думаешь, мы сможем? Помнишь, в 3 классе ты не мог залезть на канат? Пока другие были наверху, ты болтался в самом низу. Над тобой все смеялись. И тогда я спустилась и сказала тебе: я верю в тебя, не переставай пытаться. И в конечном итоге ты победишь. Я верю в тебя, Рик. Не переставай пытаться. Вытащи всех отсюда. Что? Что это значит? Что вы творите? Постойте, куда вы ее тащите? Лея! Она обвиняется в организации побега и угрозе безопасности 10 уровня. Я тебе покажу, как меня бить, ничтожество. Доктор, Что случилось? позовите доктора. Сейчас. В тот день я впервые смог использовать свою силу. И я воспользовался ей. Я убил с десяток охранников, прежде чем меня ударили шокером посильнее. Показатели скачат. Реанимационный набор. Разряд. Черт. Стив, какого черта? Я не знаю. Похоже, что они нашли нас. Последние 10 лет я просидел в одиночной камере. Меня выпускали только на тренировки и осмотр. Разряд. Разряд. Сэр, мы нашли дома подозреваемых. К каждому дому были направлены агенты. Отлично. Что насчет первого? Мы ищем. Он оставил следы вблизи ранчо Мансонов, недалеко от которого его и видели. Скоро все закончится. Очень на это надеюсь. А это еще кто? Не знаю, нам ничего не сообщали. Черт. Продолжайте поиски, агент Мор. Вас понял, доктор. Если будут новости, я вам сообщу. Здравствуйте, доктор. Разряд! Мой брат Итан Райс был подвергнут внедрению около 3 раз в течение следующих 5 лет, но результаты испытаний не устраивали доктора Дэниелса.
Поэтому его перевели с проекта внедрения в проект МТФ, где готовят отряды военных для выполнения смертельно опасных миссий. Разряд! Вы хорошо работаете, но лишняя помощь вам не помешает. Не так ли? Сэр, вертолет. Ваших рук дело. Да, вам помогут в поиске первого. Никто не знает первого так хорошо, как я. Поверьте, док, она знает его лучше, чем кто-либо другой. Разряд! Время смерти. 10 часов, 22 минуты, 43 секунды. Мы с Леей, Итаном и всеми, кто был там в ту ночь, хотели вместе развалить доктора Дэниелса и его иерархию, но вот теперь я здесь. Я уничтожу фонд, убью доктора Дэниелса и сожгу хаосов, а потом найду Итана, Лею и всех, кто еще жив. Но откуда ты знаешь, что они живы? После смерти моего брата его пульсометр еще работал в течение нескольких недель, а Лею я просто чувствую, я знаю, что она жива. Добро пожаловать на миссию, агент Майерс. Агент Лея Майерс прибыла в Восточный Арканум для выполнения миссии 6 класса. Какие будут указания? Где я? Я что, умер? Вы не умерли. Кто вы? Неправильный вопрос. Где вы? Теперь правильно. Обернись, приятель. Вы настоящий? Не бойся, я тебе не причиню вреда. А как раз наоборот. Что вам от меня нужно? Дать тебе шанс. Какой шанс? Спасти своих друзей. А в каком смысле? Что это значит? Кто вы? У тебя много вопросов, и тебе страшно. Но ты должен собраться. Я... Садись. Как вас зовут? У меня много имен. Объект 990, Человек из снов. Но ты можешь звать меня как хочешь. Может быть, Ричард? Меня устраивает. Должно быть, вы пришли помочь мне? Именно, мой друг. Грядет закат человеческой цивилизации и смерть твоих друзей. Что? О чем ты говоришь? Вот-вот вспыхнет небо, и восстанет угаснувшая империя из пламени Междумирья. Твои друзья захотят остановить давно необратимый процесс. Из недр земли взойдут сотни тысяч холодных теней в тот час, когда рожденный в аду найдет недостающие части, ведущих к разгадке великого предназначения. И начнется хаос вездесущий. В пламени сражений погибнут миллионы, а вместе с ними все, кто тебе дорог. Но только не ты. Ты останешься бродить веками по выжженной земле, мой добрый друг. Но я просто ботаник, я не тот, кто тебе нужен. Ты избранный, Билл. Кем? Мной. Ты именно тот, кто мне нужен. Я долго наблюдал за тобой. У тебя есть потенциал, который ты теряешь впустую. Я здесь, чтобы исцелить тебя. И что мне нужно сделать? Я проложу тебе путь к твоему исцелению. Мои друзья не умрут? Ты поможешь им? Нет, им поможешь ты. Как? Точно так же, как ты погнался за Джоном и поймал пулю вместо него. Так же, когда ты хотел умереть, лишь бы не задерживать своих друзей. Сейчас твои друзья на грани между жизнью и смертью, и ты единственный, кто может им помочь. Я не смогу. Ты должен, или все умрут. Как я и сказал, приближается восхождение Ангела Смерти. Каждый сможет увидеть его ослепительный облик в небесах, на холме, на котором будет решаться судьба всего человечества. Но... Смотри. Джон, нет. Они нашли нас. Я же говорил. Дела и вправду обстоят плохо, но ты еще можешь все исправить. Что же ты будешь делать? Я спасу вас, друзья, я сделаю это. Слышишь? Что это? Что это за звук? Твой час настал, Билл. Желаю тебе удачи. А теперь сделай мне одолжение.
Одолжение? Да, одолжение. Какое? Проснись. Зараженных стало слишком много. Поверьте, распространяется. Настало наше время, друг. Мы ждали слишком долго. Поветрие стало неуправляемым. Это зараза, от которого нет лечения. Мир стремительно гибнет. Я излечу этот мир от вездесущего поветрия. Я избавлю мир от этой угрозы. Раз и навсегда. Но ведь ты так и не нашел способ излечить его. Я — лечение.